Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки, комментарии, добрые слова, пожелания. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Скрытый враг. Кому не стоит доверять? Будь осторожна. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, анализируем, помним, что вы только вы творец своего счастья. Не стоит воспринимать этот расклад как призыв к действию. Воспринимайте, пожалуйста, как совет. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что у нас тут за ярость? Показано мне. Сейчас уточню. Так, это вы испытывали эту ярость. Скорее всего, в отношении какого-то мужчины. У вас тут прям целая гамма эмоций проигрался, целый спектр этих эмоций. С одной стороны, нежность, влюбленность, кто-то такой вот, как родной человек, могли вот это все испытать. Потом тут же у меня показана утрата, потеря этого человека, но ментально вы как будто бы этот фантом, вы его даже рукой придерживаете, вы его до конца своей жизни не отпустили. У кого-то уже есть взаимоотношения, на самом деле, сейчас с другим мужчиной, но вот этот вот фантом из прошлого, какой-то мужчина, он опять-таки тут вас как за шею держит. Где-то это накладывает отпечаток даже на ваши нынешние отношения, у кого-то даже те, которые в перспективе могут быть. Может быть, сравниваете вот этого из прошлого мужчину со всеми настоящими, в принципе, потенциальными. Но у многих уже желание, понятно, от этого избавиться. Еще мне показана какая-то тут карта ярость. Почему-то в моменте, может, злились на него. Но он у меня проигрывается карта принц. Это ресурсный мужчина. По крайней мере, он таким себя позиционирует, его таким видят. Он может создавать, может, эту иллюзию. Да? У кого-то действительно ресурсный, чего-то достиг уже в жизни принц. Может быть, там, достижение, я не знаю, медали, грамоты. У кого-то положение в обществе, материальное, там, у каждого свое. Но мне тут как будто бы перекрыто. То ли вы закрываетесь сейчас от него, то ли вы не можете от этого мужчины или не смогли получить по факту то, к чему вы стремились, тут нежность. Вы хотели от него, вот, может быть, поддержки в любви, внимания, нежности. Как будто вы хотели от него проявлений вот таких вот искренних. Скорее всего, именно этого вы не получили от него. Может, чувствовали себя, знаете, как у кого-то запасной аэродром, у кого-то одиночество вдвоем. Но вы так себя чувствовали. Вы себя чувствовали одинокой в отношениях с ним. Может быть, надеялись, вот-вот, но оно так и не случилось и не сложилось. Сейчас вот по поводу этой ярости, освобождения, вы уже, скорее всего, это проработали, все эти негативные какие-то эмоции, прожили. Тут как бабочка из кокона освобождается, вылетает, да, то есть вы сейчас уже другая, это в прошлом, вот эта ярость какая-то была в отношении него. У многих была в отношении него, почему? Скорее всего, как обесценил человек вашу любовь. Вы могли максимум вкладывать, стараться ради него, а он, скажем так, то ли был потребителем, то ли в принципе сам по себе не мог вам это дать, да, или не хотел, давайте так. Так, о чем вот эта вот карта беременности? Ну, у кого-то долгое время этот мужчина, повторюсь, как фантом присутствовал в вашей жизни, может быть, не могли избавиться от воспоминаний, они накрывали вас, да, как вот вроде думаете, фух, попустила, вроде переболела, потом опять. И у кого-то прям
для того, чтобы избавиться от этих воспоминаний, да, разобраться во всем этом. Может быть, пошли в психологию, у кого-то карта ведьма ведающая, начали увлекаться эзотерикой, таро, опять-таки, как в процессе этим всем вам стало это интересно, вас в это как бы затянуло, может быть, другой взгляд на эту ситуацию. У кого-то прям так. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, которая может сейчас занята как переосмысление вашей жизни. Опять-таки, у кого-то прям смысл жизни, у кого-то взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот вы себя так проявляли, вы себя видели в одной роли, сейчас все с ног на голову поменялось, и вы пытаетесь проанализировать, почему этот мужчина пришел в мою жизнь, для чего, да, не за что мне это все, да, а для чего мне это все. Вы тут меняетесь вы. По карте одиночка еще, скорее всего, женщина, которая сейчас может даже где-то в веселых компаниях находиться, но при этом тут даже многим комфортно самой собой, и вам, может быть, даже в тягость эти какие-то там проявления со стороны других людей, какой-то интерес. Может, многим сейчас как раз и хотелось бы побыть в одиночестве, дабы разобраться до конца, чего именно вы хотите. Вот тут как-то так. Такая сигнификация ваша, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим ваш скрытый враг, да? С кем нужно быть осторожной? Кому не стоит вам доверять? Вы кому не должны доверять? Так, ваш скрытый враг. Что покажет? Ваш скрытый враг. Кто ваш скрытый враг? Ваш скрытый враг. Кому не стоит доверять? Итак, кому не стоит доверять? Ваш скрытый враг. Так, смотрим. Будем докладывать, да? Может, покажет. Хотела сказать, мужчина или женщина. Но у меня тут вышел мужчина уже. Кто ваш скрытый враг, кому не стоит доверять? Ра-та-тан. Так, ваш скрытый враг, кому не стоит доверять. Мужчина, 100%. Мужчина, который... Ух ты. Скорее всего, девочки, вы с ним встретились. Для этого мужчины в тяжелые времена. Вы, скорее всего, выступили по карте целитель. Знаете, какой спасатель, да? Женщина, у кого-то это как карманный психолог, у кого-то всепонимающая, поддерживающая. Женщина, которая будет раздавать свои ресурсы, время, любовь, нежность, вкладываться, вот как вот в мужчину. Понятно, он на эти ресурсы отчасти как будто бы и клюнул, да, вот прям так может даже пройти. Почему я это говорю? Потому что по этой еще карте, тут карта умеренность, в эротической этой колоде Монара, она своеобразная. Смотрите, тут женщина изображена, роскошная женщина, на голове у нее тут вуаль, фата одета, да, то есть невеста, как она, вот невеста, в ожидании она того, что ее как невесту выберут и там женятся на ней. Опять-таки, она открыта, это я уже зарисовала тут ее. Она абсолютно открыта перед этим мужчиной. Раскачивается на качельках, да. Красивая, вокруг цветы распускаются. Мужчина маленький, одетый с ног до головы. Тут шляпа у него, ботиночки, еще шарфиком повязанный. То есть наличие огромного количества одежды на нем говорит о его тайнах, о том, что
как минимум человек от вас скрывает очень много, но он приходит регулярно, тут плюхается на эти коленки, тут прильнул к роскошной этой груди. Но эта карта считывается, как будто бы женщина сама дает ему опору, поддержку, где-то ресурсы, которые там он просит или не просит, или он по-хозяйски уже пользуется многими вещами, да, скажем так. Опять-таки, он пришел, уселся на эти коленки, получил все, что хотел. При этом истинные потребности женщины, ему по барабану на эти потребности, желания. Он эту фату с лица даже не сдергивает. То есть под эту вуаль он не заглядывает. Ему все равно на самом деле плачет, она улыбается. Он взял, что хотел, да, и опять смылся куда-то. При этом это с молчаливого разрешения этой женщины. Вот тут так вот, как-то так идет. Это объяснение, вот этот мужчина, его какие-то сценарии по жизни, может быть, в отношении вас, как он проявлялся. При этом эта карта, вот корабль, это когда ты ждешь, вот в вечном ожидании, вот-вот ситуация улучшится, изменится, может быть, в лучшую сторону, опять-таки, этот мужчина, его проявления будут другими. Повторюсь, тут он мог эту женщину, в данном случае, ну, мы смотрим о вас, да, история, кормить завтраками, тут мог подвешивать ситуацию, не давать четкого объяснения, кем друг для друга являются они. Может, женщина искренне надеялась, там, что там, он у кого-то прям женится, у кого-то выберет ее. А мужчина такой, вашими, нашим, в общем, у кого-то на двух сидел табуретках, у кого-то, в принципе, может быть, даже и не считает, что кто-то его достоин, опять-таки. У кого-то это мужчина, который тут выбрал свою какую-то зону комфорта, но она тоже своеобразная. Вот это тут ваш скрытый враг, у него, ну тут так интересно, тут как будто бы он, человек ищет, понятно, рыба ищет там, где глубже, говорят, да, а человек ищет там, где ему лучше будет. Но тут так своеобразно, он мог вот это вот искать, стараться, что-то вот как будто бы, может быть, материально, где ему лучше, с кем, с какой из женщин остаться. Может быть, уже это зона комфорта какая-то у него, правда, уже устоявшийся его мир. Но при этом же он тут вовсю использовал эту женщину, вовсю мог голову морочить, давать какие-то надежды, как будто бы вкладывал в голову в этой женщине, что возможно, вот скоро изменится. Вот тут вот так вот даже. Так, скрытый враг, скрытый враг. У кого-то, девочки, в принципе, этот мужчина, он необычный, как будто бы его трудно, может быть, даже кому-то просчитать. Тут по белой вороне вроде бы вот как будто бы, может быть, качели. До конца даже вот женщина и не уверена, то ли он меня использовал, то ли искренне любил, то ли он просто такой сам по себе какой-то. Вот тут вот такой, нестандартный тоже в чем-то. Мог вот так как-то изначально прийти в жизнь женщины, и вот все в этой, все пошло, все как-то не так, как с другими мужчинами. Опять-таки, может быть, даже тут в отношении, вот проявлялся он так, вот как-то, и женщина неожиданно для себя могла даже позволять, если с другими мужчинами она там могла пресекать какое-то поведение, да, проявление, токсичное, может быть, там, агрессивные какие-то высказывания или обесценивающие, то мне вот вроде по этим картам, как будто бы вот с ним почему-то он как-то в принципе умеет, да, вот он как-то расположил ее, и она могла ему прощать много, как закрывала глаза, она давала шансы, опять-таки, там, где не нужно было давать. Многие просто элементарно, по вот этой карте беременность, ждали, надеялись, что отношения, ну, улучшатся, во что-то лучшее перерастут, может быть, период какой-то пройдет.
У вас могли взаимоотношения, карта тут цикличность, на время могли расставаться, разбегаться в разные стороны, потом опять как будто судьба вас сводила. Тут история как будто бы и порознь невозможно, но и вдвоем хреново. Разбитое сердце, как будто бы вот мог разбивать вам сердце, расставались, а потом через время у кого-то, повторюсь, как карта мудрость. Тут как, давайте я так это считаю. Цикл, мудрость, знание, волнительное ожидание. Для какой-то девочки этот мужчина стал таким потрясением, встреча с ним. Это могло спровоцировать там увлечение психологией, у кого-то эзотерика, это все сюда. Опять-таки знание, мудрость, уроки, может быть. Может такой поток информации какой-то, даже про манипуляции, может быть про взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вы столько могли, вот там, если до этого вы получали эту информацию, проживали как-то с мужчинами какие-то сценарии, а тут с ним это совершенно другой уровень, не в плане там качества, а в плане того, что, как вам сказать, эмоциональное какое-то напряжение. Опять-таки разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания. Тут такой пласт могли вы информации переработать. Причем карта мудрости, знания, это говорит о том, что вы это прожили, знаете, прочувствовали, испытали эти эмоции. Понятно, у многих это негативные эмоции. Но при этом некоторые до последнего волнительное ожидание. Может быть, ждали, надеялись, ой, что мужчина наконец-то может проявиться. Или такие форматы взаимоотношений будут с ним, которые вас бы устраивали. Да? Ну, вот как-то так. Опять-таки, у кого-то это кармические партнеры, люди, которые встретились для того, чтобы друг друга чему-то научить. Люди меняются благодаря встрече. Он поменялся, вы поменялись. У кого-то тут волнительное ожидание и знание. Это, девочки, кто-то прям посчитал, что это ваше близнецовое пламя, да, что это ваша родная душа, половинка вашей души, да, и тут, может быть, до последнего ждали, набирали информацию, вот как бы были кто-то в эйфории, в предвкушении того, что вот ситуация изменится, вот, и по факту у многих так знак вопроса и остался. Не пойму, кем он для меня является, этот мужчина. Вот тут как-то так. Основное, почему скрытый враг не стоит доверять, потому что человек, смотрим по поступкам, девочки, вот эта карта говорит о потребительстве. Потому что человек думает о себе, а о вас мало думал. По крайней мере, себя ставил 100% на первое место. Давайте еще посмотрим, почему он является для вас скрытым врагом. Почему ему не стоит доверять. Ну, что он в вашу жизнь может принести разрушение во всех смыслах. Кому-то проблемы со здоровьем будут из-за этих эмоциональных качелей, из-за этих ожиданий, подвешенного состояния. Хуже всего, когда неуверенность в завтрашнем дне, а тут человек мог раскачивать вот эти вот. Один день люблю, обожаю, на следующий день мог игнорировать и не брать трубку, да, и не появляться, да, пропадать с радаров. У кого-то так. Почему еще стоит доверять? У него очень много тайн по карте замок. Тайн, которые вы никогда не узнаете, и лучше вам их, наверное, не узнавать. Почему еще? Потому что вообще эту историю как будто бы нужно. У кого-то карта очищения. Проработать, забыть вы не сможете, но по-другому посмотреть на эту всю ситуацию и, скажем так, как исцелиться от этого и жить дальше. Счастливо, радостно, да, и помнить про этот опыт, но радоваться жизни, может быть, с другим мужчиной. Вот как-то так. Такой у меня расклад сегодня, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.